Приветствую вас! Как известно, в Советском Союзе выпускалось огромное количество грузовых автомобилей и их модификаций. Достаточно упомянуть такие заводы, как КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, КРАС, ЗИЛ. Многие модели за долгое время работы заслужили звание народного. Одним из этих народных грузовиков является ЗИЛ-130. Наверное, нет того водителя в постсоветском пространстве, который бы не ездил на этом грузовике, а его голубая с белым передком кабина остается в памяти надолго. Этот среднетоннажный автомобиль разработали в далеком 1956 году, а с конвейера он стал сходить в 1962 году и выпускался аж до 2010 года. В разное время его выпускали на разных заводах, в Чите и на Новоуральском автомобильном заводе, но основным заводом был, конечно, московский ЗИЛ. За почти полвека производства было выпущено около 3,5 миллиона экземпляров этого грузовика. И не было в Советском Союзе места, где бы он не трудился. Но мало кто знает, что была одна версия, тоже не менее популярная, но только предназначена для экспорта в другие страны. И нес грузовик название ЗИЛ-136. Машина предлагалась иностранным покупателям в виде шасси и бортового грузовика, в том числе с удлиненной колесной базой. Внешне он ничем не отличался от того грузовика, который был предназначен для внутреннего рынка. Главное отличие серии ЗИЛ-136 – это силовой агрегат. И оснащался он одним из трех двигателей. Самым распространенным был финский четырехцилиндровый дизель Valve 411BS объемом 4,2 литра, выдававший 125 лошадиных сил, и английский рядный шестицилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Perkins на 5,8 литров мощностью 140 лошадиных сил соответственно. Или мог устанавливаться другой английский рядный шестицилиндровый двигатель Leyland объемом 6,5 литров и мощностью 137 лошадиных сил. В зависимости от модификации грузовик мог иметь массу от 10,5 тонн до 12 тонн. При этом грузоподъемность составляла 7,8 тонн. За годы Советского Союза на экспорт ушло около 180 тысяч экземпляров ЗИЛ-136. Интересно, что индекс ЗИЛ-136 сперва принадлежал другому проекту. В конце 50-х годов прошлого века на ЗИЛе велась разработка собственного дизельного двигателя совместно с нами. Двигатель ЗИЛ-136 представлял собой 8-цилиндровый дизельный двигатель рабочим объемом в 6 литров с V-образным расположением цилиндров. Но несмотря на проведенный объем работ, автозавод так и не создал его пригодную для массового выпуска и эксплуатацию дизельную модификацию. Решено было проект закрыть, а индекс ЗИЛ-136 присвоить грузовикам для экспорта. Если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока.